Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Воловик, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня речь пойдет о средстве от кашля. Чем лечить кашель? Черная редька плюс мед. Черную редьку я купила у фермеров на рынке. И редьку нужно выбирать, чтобы она была целая, никаких механических повреждений не было. И мед. Мед я покупала тоже у пчеловодов, и мед должен быть настоящим, натуральным. Конечно, не из магазина, потому как мед это тоже лечебное ценное вещество. Черная редька содержит в себе огромное количество полезных для человека веществ. И она обладает антибактериальным, противовоспалительным и отхаркивающим действием. А в сочетании с медом получается прекрасное средство от кашля и для восстановления организма, ослабленного болезнью. И я приступаю к приготовлению этого средства от кашля. Итак, отрезаем шапочку вот эту вот. Я отрезаю всегда с этой стороны, вот где хвостик. И теперь мне нужно вырезать такую лунку. Вот такую луночку я сделала внутри. И остается сюда выложить мед. Выложила пару столовых ложек меда. Все отверстие не должно быть заполнено где-то на 1/2, потому что мед вытягивает сок из черной редьки и будет наполняться эта лунка. Накрываю. Можно ее поставить в какую-то посуду во избежание протекания, так скажем, сока. И редьку оставляем вот так на столе при комнатной температуре на 8-10 часов. И прошло уже 11 часов с того момента, как я сделала это средство. И смотрим. Практически полная редька. Вот этой смеси сока редьки и меда. То есть мед вытягивает из редьки сок. И можно прям вот таким вот образом снова накладываю меда. Вот заложила я меда меньше, чем половина, потому что хочу на большую продолжительность времени оставить. Накрываю крышечкой. И снова мед будет вытягивать из редьки сок. И получается средство от кашля. И что же нам делать с этим средством, как его принимать? Взрослым рекомендуется пить по 1 столовой ложке 3-4 раза в день перед едой. Детям можно по 1 чайной ложечке тоже 3-4 раза перед едой принимать. Но есть противопоказания. Итак, кому нельзя принимать это средство? Людям, у которых аллергия на компоненты или повышенная чувствительность к редьке или к меду. Им нельзя. Далее. Кто имеет гастрит с повышенной кислотностью, тоже нельзя. У кого язва в фазе обострения, тоже нельзя. И также люди, страдающие острым панкреатитом и после инфаркта. Если человек перенес инфаркт, то почему-то тоже не рекомендуется прием редьки. Детям, если вы даете детям, сразу нельзя давать 1 чайную ложку. Вы ведь не знаете, какая реакция будет у ребенка на это средство. Может быть, у него аллергия на мед или аллергия на редьку. Поэтому буквально по 1 капельке даете.
одна капелька, затем 2 капельки. Присматривайтесь к ребенку, нет ли у него какой-то реакции. И потихонечку доводите по капелькам до 1 чайной ложечки. Если ребенка нет никакой реакции абсолютно, то можно довести до 1 чайной ложечки. То есть обязательно под чутким наблюдением, потому что дети, они же очень чувствительные существа. И еще хочу сказать, что из одного корнеплода редьки можно несколько таких вытяжек сделать. Ну, примерно как себя редька поведет, вы тогда увидите. Потому что когда вытягивает мед сок из редьки, естественно, она становится более вялая. Затем она начинает там с 3-4 раза, она начинает вообще морщиться, тогда уже крышечка вот так не накрывается, потому что она съеживается вся. Значит, уже все. В таком виде, конечно, там уже сока не остается, поэтому уже выбрасываем эту редьку. Но обычно хватает вот одного корнеплода для добычи этого средства, чтобы пролечиться и вылечиться от кашля. Если у вас не застарелый кашель, то вы можете за 3-4 дня избавиться от кашля с помощью этого средства. Если застарелый, то, конечно же, подольше придется, может быть и 10-12 дней пропить редьку. Тогда придется вам еще один корнеплод купить и снова сделать то же самое. Это все на сегодня, о чем я хотела вам рассказать. Спасибо вам большое за то, что были со мной, смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Ставьте лайки, пишите комментарии. И будьте здоровы!